Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже бренд Givenchy представил коллекцию «Осень-зима 2025-2026». Это была дебютная линейка образов от нового креативного директора Сары Бёртон. Стильная, характерная и одна из самых с нетерпением ожидаемых публикой, о чем говорит, казалось бы, незначительный факт. Дело в том, что в искаженной реальности современной фэшн-индустрии показ считается начавшимся вовремя, если старт шоу был дан на 30-40 минут позже заявленного. Однако уже за четверть часа до указанного гости Givenchy поспешили заполнить места для зрителей. Ведь ставки оказались слишком высоки как для самой Бёртон, так и для будущего именитого дома моды. Презентация состоялась в салонах исторической штаб-квартиры бренда, где все, включая лестницы, перекрасили в белый цвет. На этом фоне, словно отпечаток на новой чистой странице, отчетливо выделялись каждый наряд. Плюс ко всему, освещение сделали настолько ярким, чтобы любой из публики в зале смог максимально оценить мастерство ателье и без труда рассмотреть текстуру ткани и каждый шов на одежде. Согласно наметившейся в мире моды тенденции, здесь не стали устраивать масштабное грандиозное шоу. Приглашение на показ получили лишь 300 персон. Их разместили на кипах состаренных конвертов с бумагами. Художественной имитацией того, что случайно нашли при ремонте отеля, где раньше находилось ателье Юбера Дже Givenchy. В подлинном экземпляре, неизвестно по какой причине замурованном словно тайный скелет в стенном шкафу, тогда обнаружили образцы тканей и эскизы времен первой кутюрной коллекции основателя бренда, представленной еще в 1952. Эту находку Сара Бёртон обозначила отправной точкой в своей дебютной работе, черпая вдохновение из архива и делая ставку на драматические силуэты, архитектурный крой, тонкую игру текстур. А ведь модная публика, по сути, уже и забыла о том, каков на самом деле и что представляет истинный стиль Givenchy. Особенно, когда предшественники Сары, будто персонажи из басни Крылова «Лебедь, щука и рак», растащили и без того немногочисленные коды бренда по разным углам. В новой коллекции дизайнер вернула чистоту линий и силуэтов, за которые болел и которыми прославился отец-основатель, что критики назвали единственно верным решением для дебютного показа. Модное шоу, как вы уже успели заметить, друзья, открыли несколько смелых боди-заявлений. Первое – черное, с сеткой, с логотипом марки и датой ее основания. Последующие – в светлых конфетных оттенках с высоким воротом халтер и крупными складками. Следом шла уверенная костюмная и группа верхней одежды. Широкие плечи, узкая талия, плавно очерченные бедра, скульптурный силуэт каждого лука гармонично сочетал в себе мужественную форму и женственную утонченность. Несмотря на желание дизайнера возродить наследие бренда, прямых отсылок к творениям Юбера обнаружилось в коллекции куда меньше, чем все подозревали. Разве что финальный наряд из желтого фатина копировал кукольное платье Де Givenchy из 1958 года. В остальном кутюрье и его эпоха угадывались лишь, например, в повязанных в крупные банты кожаных платках, в обитающих на подолах цветах и птицах, словно списанных со старых гравюр. А еще в острых бра, популярных в 50-е, или в объемных рукавах, отсылающих к культовой блузе из линейки 52-го. Удалось Бёртон сказать и пару слов от себя лично. Идеально скроенные жакеты, словно надетые задом наперед, напомнили те, что дизайнер сочиняла для Александры Маквин более четверти века, упражняясь в портновском мастерстве. Анна Винтур, сидевшая в первом ряду, поставила им, а также принтованное пальто, как минимум хорошо. Впрочем, из прошлых наработок Сара захватила с собой в Париж и умение трогательно иронизировать. Бежевое платье мини было увешано будто найденными на барахолке пудреницами, пуховками и зеркальцами. На том же блошином рынке, пожалуй, обнаружились бы и цветные кристаллы, из которых Бёртон смастерила топ. Здесь почему-то вспомнился фильм «Служебный роман». Некоторые стеклянные детали все равно, что сняты с люстры Людмилы Прокофьевны. Как справедливо отметила дизайнер в интервью перед показом, на самом деле гораздо сложнее делать что-то простое и красивое. Вынув скелет из шкафа, Бёртон обошлась с ним вполне деликатно. Сара всего лишь устроила уборку, привела раздробленные архивы Givenchy к общему знаменателю, представив цельный, продуманный, женственный гардероб с безупречным архитектурным кроем и хорошей посадкой, с минимальным количеством акцентных аксессуаров и приятным вкраплением в черно-бело-серую гамму теплого желтого. Я назову дебют удачным, а ваше мнение, мои дорогие зрители, хотелось бы услышать в комментариях к видео. Огромнейшее спасибо за поставленный лайк и подписку на канал. Приятного просмотра, всем красоты,
Хорошего дня, позитива и яркого солнечного настроения!